Приветствую вас на раскладе и на канале. Здесь две колоды Ленорман. Я в двух словах расскажу, как все будет. Это вызов мужчины. Вызов его на откровенный разговор. Книга зеленая, символ Венеры. Это как он присягает, да, в суде. Поэтому очень часто мужчина, который не умеет объяснить словами, что он действительно от вас хочет, именно на зеленой книге мы будем смотреть его тайны, его мысли, чувства, его намерения к вам, его действительное намерение к вам. Смотрите, пожалуйста, два расклада один за другим. Не потому что потому что вам это нужно. Эти два расклада нужно составить вместе. И тогда для вас получится как индивидуальный. Это, конечно, общий расклад. Я делаю только общие расклады, потому что верю, что магия должна быть бесплатная. Но если вы сумеете посмотреть от начала до конца, тогда вы сложите свои моменты вместе. И это как отсеивать золотой песок. Получится ваша tapestry, то есть ваша вышивка, узор вашей жизни. И вы поймете, если будущее с ним, как он к вам относится, что он хочет вам сказать. А вопросы мои простые. Скажи прямо, чего ты от меня хочешь. Потому что он, может быть, вычурно не может объяснить. Одна колода дополнит другую. И зеленая книга, я буду выкладывать на зеленой книге. Задействованы будут все карты. Все. А в этой Celtic Ленорман есть дополнительные карты. Здесь тоже есть дополнительная карта. Будет все видно очень глубоко и подробно. Это гранд-табло по моему авторскому методу, потому что нельзя повторить дважды одинаковые гранд-табло, поскольку эти комбинации по 4 карты на этой книге всегда будут все глубже и глубже и глубже открывать его чувства к вам. А я просто сейчас прямо сразу приступаю к раскладикам. Вы устраиваетесь так, чтобы вам было приятно, удобно. Мужчину можно загадать, а можно не загадывать. Если даже вы не в отношениях, может быть, что-то нужно исцелить, чтобы открыть дорогу на любовь. И когда мы интересуемся жизнью, интересуемся, какие люди нам представлены в этих раскладах, какие мужчины, когда мы интересуемся людьми, люди интересуются нами. И тогда только происходит вот эта магия соотношения с другими людьми, то есть встреча мужчины, любовь, либо налаживание отношений с ним. Но вы это все знаете, я часто рассказываю это все в моих раскладах. А сейчас приступаем к раскладикам. Первый расклад будет на Celtic Ленорман. Второй расклад на Лиловых сумерках. Я вам советую смотреть от начала до конца. Видео будет длинное, интересное. Многие девочки просили длинное видео тоже делать. Я реже делаю, но все-таки делаю длинное видео тоже. А для того, чтобы приятно провести вечер со мной. В это время можно и ужин иметь, и что-то параллельно делать, тоже интересно. И чтобы время было с пользой проведено, узнать больше о нем. Зеленая книга открывает о нем. А я начинаю. Вызовем вашего мужчину на откровенный разговор и спросим у него: скажи честно, что ты от меня хочешь, чего ты от меня хочешь. И Ленорман карты покажут его мысли, чувства и что он хочет от вас. Какие у него к вам есть слова любви или, может быть, какие-то другие слова. Все будет видно. Все будет понятно, потому что карта Ленорман очень понятная. Здесь зеленая книга, знаете, как вот в суде, да, на книгу, присяга на книгу. Поэтому я вот такие предсказания очень люблю делать на книге. Книга зеленая книга, она по Венере открывает его именно желание, потому что Венера по астрологии отвечает за наше желание. Отвечает за наше желание. Итак, его желание относительно вас, чего он действительно хочет. Присяга такая на книге, да? Заставим его присягнуть вам на книге и ответить нам просто на вопрос. Скажи честно, просто прямо скажи, не виляя. Мужчины часто виляют, они вообще трусы. Они большие трусы, что касается эмоций. Ну, посмотрим, трус ли этот мужчина. Карта письмо, он готов разговаривать. Хорошо. Он готов с вами разговаривать. Скажи честно, что ты хочешь от меня, чего ты от меня хочешь. Он напишет вам письмо, да, но он наконец-то скажет то, что вот выродит. Помните, как у нас когда-то говорили? А может, и сейчас так говорят люди, я не знаю. Он наконец-то выродит эти слова долгожданные, потому что письмо и ключ, важные слова скажет. Наконец-то он скажет эти важные слова.
Он пропал где-то, да, где-то нервничает. Карта крысы показывает его нервы. Окей, о чем он нервничает? Карта кольцо. Девочки, вот у многих проиграется, что он не знает, как предложить вам руку и сердце, как сказать: выходи за меня. Потому что он боится, что вы откажете. Это в основном у всех так проиграется. Но еще раз повторяю, что не у всех. У всех проиграется по-разному. Даже у некоторых, но очень мало у людей, но все-таки у некоторых проиграется как треугольник. Он поэтому не выходит на связь, что еще есть какая-то женщина, еще одно третье лицо, с которой у него обязательства какие-то есть, с которой он может встречаться. Или просто смотрит на нее по интернету. Я тебе отложу карты, они четко сказали, что он напишет и что-то важное скажет. А здесь смотрим, что важное скажет. Может такое быть, что он с третьим лицом встречается у некоторых девочек. Если вы, девочки, именно подозреваете его, что он с третьим лицом имеет дело, смотрите, это сад, это, скорее всего, интернет, это несерьезно. Нет, это несерьезно. В основном у всех девочек проиграется, что вы его подозреваете в том, что он еще с кем-то встречается, но эти встречи несерьезные. Сад и всадник, несерьезные встречи. Так, хорошо, эти карты уже нам, которые поговорили с нами, я сюда откладываю. Это, скорее всего, будет гранд-табло, но посмотрим, сколько карт захотят с вами разговаривать. В основном у всех девочка проигрывается, что он хочет предложить вам руку и сердце, скажет: выходи за меня, но он очень боится, что вы откажете. Может быть, вы уже замужем у некоторых девочек, да? Может быть, так, вы уже замужем. Волнуется Луна. Волнуется, очень волнуется. Вообще скучает о вас, потому что косая Луна очень хочет увидеть и скучает, очень сильно скучает. Вот так здесь выходит. Ага, понятно. Но мы будем продолжать у него спрашивать: а что ты чувствуешь ко мне? Потому что мы его вызвали на откровенный разговор. А раз он вышел, и первая карта была письмо, он готов разговаривать, спросим, что он действительно от вас хочет. Очень хорошие карты. Он хочет связать свою судьбу с вами, корабль и карта судьбы, звезды. Он хочет с вами быть, он хочет романтики, он хочет где-то взять вас в охапку и увести вас на необитаемый остров. Так эти две карты говорят, да, романтического продолжения отношений. Он хочет продолжения отношений. Вы женщина его мечты. Что он еще хочет сказать? Здесь вот честно он присягает на книгу, да? Итак, что мы здесь видим? Гора и клевер. Какие-то небольшие препятствия. У него сейчас есть небольшие препятствия, девочки. Хорошо, спрашиваем дальше. Мы же с ним откровенно разговариваем, да? Какие небольшие препятствия? Женщина и собака. Женщина – друг. Это может быть мама его. Небольшое препятствие для некоторых. Вообще у всех будут свои варианты. Видео смотрите от начала до конца и обязательно просеете, да, это как вот ловите свои моменты и золото высеиваете, да, как золото высеиваете, и будете знать, когда к вам относятся. Еще с какой-то женщиной дружит, это может быть мама, может быть его прошлое, с которой у него неплохие отношения, но это тоже может вас показывать, да, чувство к вам есть. Смотрите, какая карта идет, да. Весенние птички поют, разговоры, он хочет о любви своей вам рассказать. Вот это очень хороший расклад. Если это вы загадали себе такую, здесь две женщины, девочки. Если вы себе вот такую чуть-чуть постарше, здесь две. Одна старше, одна помоложе. Если вот чуть-чуть постарше себя загадали, очень по-дружески к вам относится и хочет петь вам песни любви, хочет рассказать, как он любит вас. Но здесь влюбленность. Именно желание, близости, влюбленность, такое, знаете, весеннее настроение, как весной котики поют и птички поют. Вот именно вот такая песня любви, это он хочет вам и сказать, что очень хочет вам рассказать о своей любви, хочет близости, прижать вас к сердцу. Что еще хочет сказать? Расскажи, дорогой, что ты действительно от меня хочешь. Давайте 4 карты сразу возьмем и прочтем их, да? Что он действительно вас хочет. Ну вот, смотрите, есть страх, что вы смотрите еще на других мужчин. Потому что гроб и якорь боится, по карте гроб, что вы немножко нестабильно к нему относитесь. Боится, что вы, вот по его мнению, это опять же по его мнению, вы, наверное, так, не так, ну, себя видите, а он видит вас так. Он боится, что какая-то зыбкость есть с вашей стороны. Что с вашей стороны нет
такой постоянности, которую бы он хотел. Ну, вы постоянно к нему относитесь, но вот это не то, что ему нужно, да, вот как карты раскрывают, и вы можете сейчас по-другому начинать к нему относиться, по-новому, отнеситесь сейчас к нему по-новому, потому что то, что вы сейчас ему даете, это не то, что он хочет. Что он хочет? Ну, как всегда, мужчины хотят, да, пожалуйста, сердце и птицы. Он хочет сердечных встреч при Луне, это совы, это мудрость. Мудрость сердца. Может быть, кто-то поссорился из вас, и он хотел бы, чтобы вы его простили. Здесь такое может быть. Хотел бы, чтобы вы его простили. Потому что мудрость сердечная. Он хочет сказать вам, ну я сморозил, ну я сделал глупость, ну прости, ну ничего человеческое мне не чуждо, я же биологический материал, человек, да. Продолжаем спрашивать. Эта книга, это на чистоту разговор. Скажи, дорогой, что ты вообще от меня хочешь? Как ты ко мне относишься? Два дерева сразу выходят. Это, конечно, место силы. Знаменательное место. Дерево и солнце. Вот это дерево молодое, здоровое, летнее, скорее всего. Да, можно сказать, летнее и зимнее. Зимнее – это то, что у него глубоко на душе. А глубоко на душе у него недоверие к вам. Недоверие к вам, недоверие к жизни, сетует на жизнь, недоволен, ничем недоволен и очень раздражителен. Но ему стыдно это выставлять на люди, да, потому что, ну, раздражительный человек, он некрасивый, никогда красивый не бывает. С раздражительными людьми никто не хочет дело иметь, поэтому он это прячет глубоко. У него внутреннее какое-то раздражение есть на жизнь, вот на жизнь, потому что дерево это не вы, это сама жизнь. Он раздражается на обстоятельства жизненные, можно сказать. Летнее дерево – это очень хорошее состояние, такое семейное, да, если вы даже еще не вместе, вот здесь он вам предложит, я уже говорила, петь будет о любви, вот здесь видно, да, хорошо, когда остаются так карты, можно всегда вспомнить, что было. Кстати, это моя версия Гранд Табло, да, это моя авторская версия, очень удобно так, на книге по 4 карты, и мы все карты рассматриваем. Так вот, понимаете, внутреннее глубокое раздражение на жизненные обстоятельства, а внешне все хорошо. Он любит внешний лоск, он любит внешне показать, что он мужчина, горцевать любит. И вот, может быть, вы его где-то раздразились тоже на него, но это был вот этот лоск. Он любит показать себя мужчиной. Ну, пусть это такая игра, пусть показывает себя. А что же он действительно от вас хочет? Конечно, Ленорман только в прямом смотрится. Кто не знает, мне иногда пишут. Вы Ленорман переворачиваете, ну, потому что Ленорман смотрится только в прямом движении. Итак, девочки, что мы видим? Книга – это его записи в хрониках Акаши, это его судьба, судьба быть с вами и любить вас. Рыба – это любовь. А также этому мужчине не зря он хочет что-то сделать, развить как-то свою жизнь, потому что он чувствует, он не достиг своего потенциала денежного, да. У этого мужчины по судьбе быть богатому. Вот по судьбе, сможет ли он или нет, это уже будем смотреть в других раскладиках. У меня на канале очень много раскладов. Но ему по судьбе быть счастливым и богатым. Кто-то его не любит, котик. Здесь этот котик именно обман означает. Кто-то его не любит, это или бывшая развилка, с которой он расстался. Как эта женщина, скорее всего, его не любит. Может, на работе, может, босс женщина его не любит. Но какая-то женщина его не любит и желает ему плохого. Даже сделала на него какую-то гадость. Это карта вообще перекрытия дорог. Иногда развилка, когда вместе с котом. Ну, в разных комбинациях, да, Ленорман по-разному прочитывается. И вот здесь в данном случае развилка – это черная магия. Кто-то на него что-то сделал. Поэтому он так себя странно ведет, да, что вы смотрите, хотите провести диагностику его глубоких ощущений. Да, сразу лиса вышла, пожалуйста, подтверждение. Домашняя лиса. Сестра, мать, бывшая, домашняя лиса. Кто-то из людей, которых он знает в лицо. Вот это он вышел, он как медведь, и что он хочет сказать? Хорошо, что Лилия. Вы знаете, кто-то сказал, что он ненадежный вам, кто-то сказал, доброжелатель в кавычках, что он плохой человек. Но я вижу по этой комбинации, потому что, знаете, вот будешь такое гранд-табло делать 100 раз, и 100 раз выйдут разные комбинации. А здесь надо доверять комбинациям карт, конечно.
по этой комбинации медведь и лилии, он верный и надежный человек. Не нужно верить сплетникам. Сплетники, знаете, языками чешут и отравляют жизнь другим. Он верный и надежный человек. Лилии и медведь. Что он еще хочет вам сказать? Ну вот смотрите, конечно, он бывает раздражен. Букет и тучи. Вот на обстоятельства бывает раздражен. Он внешне бывает хмурый. Букет – это внешний вид человека, да, в данном случае. Еще одна женщина. Если вы себе вот эту загадали, женщину, да, и здесь башня. Если вы себя загадали, вы с ним себя чувствуете довольно одинокой, потому что он часто хмурится, он часто бывает молчалив, часто у него на лице, потому что букет – это его лицо, на лице хмурость написана, и вы себя чувствуете с ним часто одинокой. Понимаете? Давайте посмотрим, почему. Почему? Дом, и он вышел. Он хочет быть с вами в доме, по идее, да? Карта судьбы, крест. И ребенок – это обстоятельства, во-первых, новые обстоятельства. Новые судьбоносные обстоятельства будут с ним. Будет разворачиваться какая-то новая картинка жизни с ним. У многих девочек проиграется, что это новый мужчина в доме. Познакомитесь с новым мужчиной, может по судьбе. Где-то какая-то кармическая обработка небольшая. Вообще кармическая отработка небольшая – это встреча человека. Вот такое чувство, вы его уже знаете. Да, это в прошлых жизнях уже такой встречался. Это неплохо, если так слегка, да, не сильно, но это слегка, потому что ребенок это что-то маленькое, слегка кармическое, очень судьбоносное. У некоторых девочек встреча с новым человеком. А я хочу сказать, что расклады мои хороши для всех. Только вы отсеиваете свои моменты, да, вы их ловите, отсеиваете, как золото сеет, да, отсеивает, и получается ваша картинка мира. Не заказано, но все интересно, красиво. И вообще, когда смотрим мы вообще расклад, да, интересуемся как там другими людьми, это очень здорово для психики. Тогда Вселенная вас начинает любить, потому что когда мы интересуемся миром, мир интересуется нами. Девочки, здесь у многих или новый мужчина, или мужчина в доме, новые отношения, судьбоносное по кресту, судьбоносное новое отношение мужчины к вам. Пожалуйста. Всадник, встречи. Это летняя змея, это, скорее всего, его сексуальность. Сексуальная встреча. Опять новая. Видите? Перемены, новые перемены в доме. Это личная жизнь. Аисты часто показывают на личную жизнь. Новые перемены у многих в личной жизни. Еще тайная карта. Вот одна, да, вот одна. В этой колоде много дополнительных карт. Поэтому нечетная колода. Нечетная колода, она предсказывает интересно, она показывает другие глубокие тонкости. В Ленорман вообще четно, 36 всегда карт, а это нечетная колода, она особенная, да. Вот она такая магическая, языческая, да. Келтик из северных народов. Там магия идет северных людей, но мы же с вами тоже северные люди во многих своих проявлениях. Так что здесь вот глубоко показал этот расклад, глубоко. Девочки, встреча с мужчиной, с его сексуальностью, с его желанием. Вот хорошо вызвали. Самая последняя карта, и здесь еще будет итог, вывод. Самая последняя карта говорят четко. Он хочет вам сказать сейчас, через этот расклад, сейчас это ваше время, конечно, когда вы смотрите, да. Во-первых, будете смотреть это видео в другое время, в другое услышите что-то. Такова магия раскладов. Но именно сейчас он хочет сказать: хочу с тобой встретиться для близких отношений. Хочу перемены с тобой, перемены в сторону плюс. Может, детей хочет с вами. Новый дом. Перемены, хочет переехать в новый дом, в новую квартиру. У некоторых место жительства поменяете. Человек может из другой страны, из другой культуры, из другой религии. И вы хотите с ним съехаться. Он очень хочет этого. Вот откровенно, ничего плохого откровенного, в принципе, он и не скрывает, да? А ну-ка давайте совет посмотрим. Карта метла. Повторяющееся движение. Карта глубоко магическая. Он говорит вам сейчас: ты меня замагичила, я тебя обожаю. Ты моя магия.
А также карта это чистить. Нужно вам, девочки, свой дом чиститься. Это карта чистки, очистки от негатива. Очистка от негатива – это физические упражнения, прогулки на природе, аффирмации мои магические, да, обряды, ритуалы мои. Вот можно делать. Почему говорю мои? Потому что я не беру денег за это. Никаких, да. У меня есть канал для этого специальный. Но это тоже его желание близости. Девочки, вот это желание близости. Желание близости, да. Кто-то скажет, ну да, вот в такая комбинация может он встретиться со змеей, то есть соперницей. Вы знаете, вот смотрите, ну, поэтому я не сказала, что он встретится с соперницей, потому что чувство и энергия уже, метла вышла, хоть мы ее еще и не открыли. Если и встретиться с какой-то другой женщиной, так только чтобы поссориться с ней, потому что такая комбинация так читается, да. С соперницей он здесь не встречается, здесь все наоборот. Как я уже сказала, сексуальное желание, и он хочет проявить свою мужскую силу. Ну, в хорошем понимании мужскую силу, да, мужская сила в хорошем понимании этого слова – это защита женщины, защита вас. Ой, какой расклад интересный, да. Знаете, на книге всегда так получается, потому что он присягает. Так часто мужчины, они виляют хвостом, а именно на книге он присягает и рассказывает вам четко, что у него там есть к вам. Вот такой, девочки, раскладик. Вот такой для вас, дорогие мои, любимые мои подписчики. И новые друзья тоже. Такой для вас раскладик. Здесь на лиловых сумерках, девочки, мы просмотрим его чувства, мысли, а также мы вызовем его на откровенный разговор. Это книга, на которой он будет присягать. Знаете, как в суде, да? Потому что часто мужчина, вот он так виляет, непонятно. Он сам как-то с собой виляет, а они часотрусы. Книга зеленая, это по Венере. Венера открывает саму суть личной жизни. Венера всегда это символ личной жизни. Здесь мы посмотрим именно его чувства к вам, его мысли, и пусть он откровенно скажет, что он действительно от вас хочет. Чисто прямо, без всяких поворотов. Без обмана, да, потому что вот он присягает. Представьте себе, что он свою руку на эту книгу положил, да, а то, что мы представим, то и будет, девочки. Мы должны знать, что то, что мозг представит, то мы будем проживать. Девочки, еще и я хочу сказать, что общий расклад, он рассматривается так. Вы свои моменты в раскладе отсеиваете как золото. Как золото сеют, да, отсеивают как золотой песок и делаете свои выводы. А чтобы делать свои выводы, смотрим от начала до конца. Ну вот, пожалуйста, он и вышел собственной персоной. Очень красивые лиловые карты, я их обожаю. И знаете, их красота, она помогает прямо смотреть. Мужчина, его судьба, книга судьбы. Он хочет с вами встреч при Луне. Он хочет с вами обнимашек, ну таких, да. Вы поняли, не дружеских, а именно по Луне это интимных. Он хочет с вами интимных обнимашек, этот мужчина. По судьбе мужчина вам. Вот что он говорит. Ты мне по судьбе. Я знаю, что от тебя, как от судьбы, я никуда не уйду. Я твой навеки. А сказать это не может. А сказать это боится. Как любой мужчина виляет. Девочки, это расклады гранд-табло. То есть все карты будут выкладываться. Но одну комбинацию вот такую повторить нельзя. Никогда нельзя повторить комбинацию. Каждый расклад уникальный. И здесь вот, что хорошо, что я еще, которую комбинацию уже прочли, я ее здесь оставляю, чтобы мы могли сравнивать, да. 100% он хочет сказать, что любит, потому что вышел в первом же раскладике из 4 карт. Будут расклады из 4 карт, и одна карта будет вывода, потому что в лиловых у них есть одна лишняя карта. Ну, лишней не бывает, да, то есть дополнительная карта, я бы сказала даже. Здесь 37 карт. Так что мы будем еще одну карту как итог видеть. И скажи прямо, скажи четко, не виляй хвостом, как обычно. Скажи четко, как ты ко мне относишься, чего ты от меня хочешь. Ну, он продолжает говорить, что любит. Он продолжает говорить, что вас любит, потому что собака – это его отношение к вам. Его отношение к вам, знаете, вот хочет вам угодить. Собака – это тогда, когда мужчина хочет угодить. Рассказать о любви хочет, угодить хочет, говорит, что постоянный. Солнце, конечно, это мужчина, его эгоизм, его судьба, его астрологическая судьба – это Солнце, да, это его звездный путь,
путь его как человека, и он с вами, сердце его принадлежит вам. А также якорь вместе с Солнцем очень хорошая комбинация. Его солнечный путь, то есть путь его гороскопа, он связан с тем, что он очень постоянный мужчина. В нем можно быть уверенной, потому что якорь – это уверенность в нем. Девочки, смотрите все видео от начала до конца. Может, вы чувствуете, сейчас не проигрывается, как-то с вами не резонирует. А в каком месте будет именно с вами резонировать, покажет расклад. Понимаете? Поэтому смотрим, продолжаем смотреть и свои моменты отсеиваем. Ловим их, отсеиваем, золотой песок высеиваем, золото вашей жизни. Не зря солнышко вышло, это и золото вашей жизни. Любовь, постоянство, он предан вам. Вот любовь и сердце, и собака вместе, это его преданность. Он бесконечно вам, девочки, предан. Бесконечно предан. И мужчина надежный будет. Может быть, он сейчас вам кажется ненадежный, но человек же меняется, поэтому чувства и мысли нужно смотреть каждый день. Каждый человек по-другому мыслит каждый день. Я люблю карты, поэтому я каждый день смотрю. А мои карты – это белая церковная магия, так что это даже полезно смотреть. В церковь же полезно ходить каждый день, правда? Точно так и здесь. Ну, рыба – это полнота чувств, это желание к вам, желание рыбы вместе с плетками, это желание близости постоянное. И продолжает выходить вот это желание быть только с вами всю жизнь. Вот это желание быть только с вами всю жизнь. Якорь, лилия – одинаковые карты по энергетике. Лилия – это верное сердце. Он хочет рассказать, что верное сердце у него. Мы же его вызвали по книге зеленой. То есть интимно вовнутрь посмотрели, да, и сказали: окей, ты, может быть, не можешь сказать, почему виляешь, почему эти слова у тебя на языке вертятся, но не можешь их сказать. Вообще человеку трудно, особенно нашему постсоветскому человеку. У нас так, вот, знаете, деформировали нам психику. Мы о любви не боимся говорить, не умеем. Вот здесь на Западе это постоянно они, дорогое, I love you, I love you, I love you. А нам трудно сказать «я тебя люблю», ну вот трудно. Когда мне никогда не говорили в детстве, что меня любят. В жизни такого я не слышала. А вот слова, что я что-то делаю не так, и я плохая, это каждый день по 100 раз я слышала. Вот поэтому мне трудно любимому человеку сказать I love you. Но я готова, не знаю, на все для них, но не могу сказать. И у вас, наверное, такая же идея, да? И у него такая же идея. Даже если он уже родился, когда не было уже Советского Союза. Девочки, это же гены. Это же вот это... родовое, да, это же родовая программа, она передается. Поэтому ему трудно сказать. Мы берем книгу, вызываем его, он говорит, что люблю тебя, только с тобой хочу быть. Но мы продолжаем смотреть, что он дальше хочет сказать. Он же еще что-то хочет наверняка сказать, да, и не может. Окей, гора и письмо. Говорит сейчас есть какое-то препятствие, бумаги препятствие. У некоторых девочек может быть он женат или вы. Но это не у всех проиграется, у некоторых. Или он женат, или вы, девочки. У некоторых есть препятствие. У некоторых есть негативное воздействие. Он говорит, сейчас теряю энергию. Сейчас есть какое-то негативное воздействие. Да, сейчас встретилась мне, потому что клевер, встретилась мне какая-то змея. То есть преграда. Он говорит, сейчас есть преграда, сейчас есть какая-то бумага, которую я хочу оформить, может наследство, может бумагу на дом, может новую работу. Диплом получает, новую работу. Какое-то есть сейчас препятствие, сейчас какие-то бумажные дела решаются, документы какие-то. Что за препятствие? Гадалка вышла. Гадалка — это она и есть дополнительная карта. А ну-ка, что она скажет? Препятствие-то у многих девочек — это лиса. Это какой-то манипулятор. Какой-то манипулятор, девочки, у вас в отношениях. Корабль и гроб. Понятно. Теперь все понятно. Гадалка намекает на то, что я начала говорить. Вы знаете, я когда начинаю говорить, немножко свой пример привожу. Я сразу так себя по губам бью. Ну, психологически говорю, не нужно. Потому что многие зрители расценивают это как отвлечение от расклада. И гадалка говорит, спокойно, Лена, не бойся. Ты не отвлеклась от расклада, ты сказала так, как нужно, потому что гроб показывает на родовые корни, на то, что вот я имела в виду, родовая история, вот это наша советская, ну не у всех, девочки,
Не у всех. В некоторых наших советских или культурах, или повезло людям, да, в таких любящих семьях родились. Ну вот у меня было так. И у многих было так, как у меня. Понимаете? Ругает, значит, любит, бьет, значит, любит, да. И гадалка говорит: Лена, ты сказала, как нужно. Свои примеры привела, иногда это нужно. Ой, как хорошо, как я довольна, потому что я начинаю сразу предвидеть, что вы будете мне писать, там опять отвлеклась от темы. Гадалка говорит: нет, это у него родовое. Вот здесь лиса — это не соперница. Это не то, что вы подумали, это не другая женщина. Гадалка указывает на лису по роду. Она говорит: кто-то в роду у него. Кто-то в роду, кто не умел любить, не умел сказать любовные слова. И у него психический зажим в эту сторону. Поэтому на него нужно смотреть на картах. Он в картах лучше открывается. Тогда открывается, что он действительно хочет. А он хочет любви с вами, он вас обожает. Хочет встречи при луне. И сосковался о вас. Спасибо, гадалка открыла все четко. Он измучился и стосковался. Девочки, сейчас вот это такое таинственное. У меня даже... Вот когда выходит гадалка, это четко, все так видно хорошо. Да? Смотрите, он хочет перемен между вами в личной жизни, он хочет любви, перемен между вами, он хочет, чтобы мечта исполнялась, и он говорит вам, потому что некоторые чувствуют на себе какое-то негативное воздействие по развилке, некоторые чувствуют на себе кармический долг. Развилка и звезды кармический долг часто показывает. Что такое кармический долг? Это предки ваши не прошли какую-то свою жизнь, замерли в каких-то сложных обстоятельствах и не воплотились, не сумели счастливо прожить жизнь. И эти предки на вас влияют. Но он вышел на откровенный разговор, и он говорит: а мы с тобой победим этих предков, мы с тобой будем счастливы вопреки дерево и аисты. Дерево и аисты – это перемены в семейном положении, это перемены в статусе. Если вы еще не жена, ею будете. Гадалка четко об этом сказала. Таинственность. Сумерки лиловые всегда дают таинственность. Медведь, его страсть к вам. Его страсть к вам. Замечательно. Он, как медведь, готов вас защитить, готов вам показать свою страсть, готов показать вам свою сексуальность, привлекательность. Вы для него женщина судьбы, вы для него красавица. А вы вообще красавица, конечно. Не думайте, что вы не красавица, потому что это ключевое, что его привлекает в вас. Это ваша внешняя привлекательность. Вы красавица для него, девочки. Какая прелесть этот расклад. Вы заметили, да? Вы для него красавица. Идеальная женщина. Это он, это вы. Он готов за вас весь мир порвать, всех этих негативщиков убрать во веки вечные. Он готов доказать своей судьбе и вашей судьбе, что вы будете счастливы вопреки помехам. Как замечательно. Поэтика. Поэтика. Ленорман — это поэтика. Что-то новое или это дети между вами будут? Смотрите, новая работа. Башня. У него может быть новая работа. Посмотрим, работа или это что-то другое. Он заботится о работе, потому что тучи. Заботится о работе, и в обществе, где он есть, это коллеги. Сад в данном случае, башня и сад — это коллеги. Коллеги на него наговаривают, коллеги ему мешают жить. Вот если он не вышел на связь у каких-то из вас, девочек, да, если он не вышел на связь, это помехи его коллег, это помехи недоброжелателей. Он на себе испытывает сильное воздействие. Сад тоже может быть его семья. То есть это его родители, там вот это все, да. И здесь я вижу наговоры на вас, потому что тучи. Именно наговоры на вас какие-то идут. Новые сведения сообщают постоянно. Это может быть так, но я дам варианты, потому что вам нужно взять свои моменты, словить их, сделать вот такой, как золотой песок, его просеивать и посмотреть, что мозг увидит, то вы будете и проживать, девочки. Поэтому нужно видеть позитив. Если это касается, что у него новая работа, ну ему будет трудно. Новая работа, она трудная, ему будет трудно. Он будет выживать, потому что тучи – это сомнение, это иллюзия, он не будет видеть, куда идти. Если это работа, я спрошу, и он поэтому так себя странно ведет, потому что заботится о карьере, работе, сейчас посмотрим. Крест, крысы, да. Вот что-то его очень сильно напрягает.
что-то сильно напрягает, девочки. Он бы готов с вами, только с вами, но его что-то напрягает. Это дополнительная карта совета в конце, посмотрим. Как я сказала, здесь одна карта нечетная будет, дополнительная. 37 карт в колоде, потому что гадалка добавилась, да. А вначале это протрактую. Во-первых, мужчина настроен к вам очень сердечно. Кольцо вместе с домом. Заметьте, кольцо не с крестом, а с кольцо с домом. То есть он будет, ваш мужчина, в вашем доме. Это взаимопонимание, это совет, это любовь, это счастье вместе. Это когда ваши сердца бьются в унисон. Когда и вы, и он хочет построить этот дом, построить это счастье, доказать всей этой родне, доказать всем этим кармическим завязкам, что в этой жизни вы можете быть счастливы. Девочки, а вообще так всегда происходит, да? Люди, которые хотят счастья, оно строится. Помните, как там аисты вышли, да? Те, кто хотят счастья, они могут его строить. Но я скажу, кармический долг есть у него, очень серьезный. Он мнительный, крест и крысы. Он очень мнительный мужчина. Он мнительный, особенно касательно денег. Он чувствует, что он что-то теряет. Но он будет успешный. Солнце там вышло у нас вместе. Я помню, солнце, по-моему, вышло с якорем, да. Это успешная карьера, он не должен бояться. Ну, мы же вызвали его на книгу, мы же смотрим его будущее. Он-то этого не знает, поэтому очень мнительный, очень мнительный. Переживает о финансах, переживает, что не хватит на этот дом золотой для вас, переживает, что не хватит у него на роскошную жизнь. Ну, в общем, конечно, сомнение в какой-то степени это движущий элемент тоже прогресса. Мы сомневаемся, но не в меру, да, у него немножко не в меру. Я уже сказала, вот и гадалка мне подтвердила мои слова, что ну вот знаете, я сказала то, что сказала, да, но гадалка подтвердила, что вот неумение выразить свои мысли, неумение сказать о любви, но глубоко внутри чувство любви у него очень горячее к вам. И он чувствует, что сам он не потянет эту жизнь, крест и крысы, он чувствует, сам он не потянет, а вдвоем вы сила. Чувствует, сам не потянет, а вдвоем вы сила, девочки. Смотрим дополнительную карту итога и получаем, смотрите, это карта коса. Сейчас. Вы знаете, что происходит? Вот именно по книге он сейчас понимает. Карта здесь коса урожайная в лиловых. А это означает, что именно сейчас трансформация происходит. Он лишнее отрезает. Вот очень хорошо, что вот так получается, девочки. Вот так получается. Я здесь вот это сделаю оберег. Я, девочки, делаю оберег, потому что я гомеопат. Я знаю, как это делать. Это только гомеопат может сделать оберег. Это мой метод, потому что я умею из карт делать лекарства. Да, я знаю, как это сделать. Это магия, я не буду говорить, как я это делаю, конечно. Но это оберег. Это мужчина в доме, счастливые отношения с мужчиной, счастливая жизнь. А сейчас вот пусть оберег этот на вас влияет положительно, улучшает ваши отношения с мужчиной. Пока я вот это прочту для вас. Смотрите, что происходит. Он готов отрезать ненужное. Крысы, они часто едят то, что не нужно, то, что плохо лежит, то, что отжило, едят прошлое. Мы, девочки, часто очень сложно оставить прошлое в прошлом, и тогда возникает карта крысы, как тотемная карта, которая помогает нам избавиться от ущербного прошлого. Говорила вам о том, что ущербное прошлое, и гадалка сказала, да, это так. Когда мы не можем сказать «я люблю тебя», чувствуем это, готовы жизнь отдать за другого человека, но сказать не можем. Вот стопор, язык не поворачивается. А почему? Потому что все проблемы из детства. Может быть, у вас, как у меня было, что 100 раз на день говорили, что со мной не так, и обзывали последними словами, а «я люблю тебя» отец мне мой не сказал ни разу в его жизни. Понимаете? Ни разу не сказал этого. Подумайте об этом. Если у вас такая же ситуация, вам нужно сейчас отрезать это прошлое, забыть его. Напрочь отрезать больше не нужно. Копание там ничего не даст. Позволить крысам съесть это прошлое, оставить только хорошее. А у всех в детстве было что-то хорошее, было что-то волшебное. Было что-то, когда вы были счастливы. Даже если это одно мгновение, оттуда идет портал в удачу. Из этого мгновения, как от Вселенной, которая постоянно расширяется, можно черпать счастье. И клондайк там успеха.
Поэтому мы сейчас видим, что именно сейчас пришло время, когда вот этот кармический долг отменяется. Вот эта комбинация, девочки, это гениальная комбинация отмены кармического долга. И у мужчины, и у вас. Расклад получился целительный. Просто хотела сделать раскладик на тему «Поговори от души, скажи прямо, что ты от меня хочешь». А получилось вот чего он хочет. Он хочет, может быть, чтобы ссора, которая между вами произошла, и обидные слова, которые вы друг другу наговорили, чтобы это ушло навсегда. Это была кармическая ссора. И он, и вы не своим языком владели. Знаете, это называется кармическая ссора. Когда вы и он вот стоите друг перед дружкой, где вы здесь найду вас, ссоритесь, а на самом деле в этот момент за ними, за вами стоит отрицательная родовая кармическая энергетика. И она вам говорит, что говорить, да? Еще девочки, женщину, еще вас. Чтобы вы поняли, да, что он хочет теперь, потому что мы же его вызвали, он хочет теперь вам сказать: давай больше не будем ссориться, давай поймем, что это была кармическая ссора. То есть не мы ссорились, а предки наши ссорились. Нашим языком, нашим умом, нашим сердцем владели не мы, а владели наши предки. Давай это оставим в прошлом. Он говорит: вот какой, а оказывается, он глубокий духовный человек. Не лыком шит. А вы думали, что он лыком шит? И я так думала тоже. Оказывается, нет. Понимаете? Вот какой разговор с ним получается. Что он говорит: давай поймем с тобой. А он понял это. Что это была кармическая ссора, от нас независящая. Оставим это в прошлом. Оставим это в прошлом. Позволим этой косе почистить. Это очистка. Косе почистить нас. Почистить наши отношения. Наши отношения святые, потому что мы любим друг друга. Наши отношения святые, потому что есть кольцо и дом. Потому что мы, если вы, девочки, не вместе еще, не пара, будете пара, будет общий дом. А если уже пара, в доме начнет счастье жить. Потому что вот этот расклад именно нужно было посмотреть. Выбросить этот негатив. Почистить вот именно то, что этот крест для вас означает. Кстати, вы не должны копаться сейчас в себе. Я не придерживаюсь психотерапии, я не психолог, девочки, я гомеопат, то есть я алхимик, я таролог, астролог. И я вам скажу, что копаться в прошлом, вот детали вспоминать не нужно. Это все ритуалам нужно отдавать. Я делаю церковную белую магию. Где-то все ритуалам отдаем. Понимаете, высшие силы сами знают, что нужно убрать, не нужно вспоминать это все дело. Нужно от него отойти и позволить вашей жизни, вашей судьбе быть легкой. А как судьба будет легкой, когда не будет в прошлом этой тяжести? Забирается тяжесть. Это может быть прошлая ссора между вами, кармическая ссора, где вы и он языком своим не владели. Это может быть характер, или его, или ваш характер, где не умеем сказать «я люблю тебя», не умеем, не можем. Вот столько зажимов. Эти зажимы все здесь исцеляются, полностью уходят. И вы становитесь счастливой парой. Очень здорово. Вот как, да, оказалось, что вот очистка произошла. Девочки, вот это ваш оберег. Оберег, он очищает от любого негатива. Он энергооберег. Теперь век Водолея, эра Водолея, то есть это означает, что Земля переходит на 4-е измерение энергообмена. Когда уходят страхи и несправедливость. Понимаете? И в наше время уже не материальный мир, а мир более минималистический. И пусть у вас будет одно украшение. Положите его вот возле экрана. Сейчас все уберу, девочки. Все уберу, девочки, для вас. Положите возле экрана. И заряжается вот примерно на недельку. Потому что материально, вот даже купите амулет, да. Давайте так сделаем. Материально заряжается все только на недельку, не на больше. А энергооберег вот такой, как икона в церкви, да, она чем старше, тем она сильнее. Или как красное вино крепкое. Чем больше амулет, тем оно глубже, его гамма сильнее. Вот эта идея. Потому что, кстати, вино – это дух. Там, где есть алкоголь, там есть дух. Будьте осторожны с духом. Понимаете? Вот именно вино такое хорошее гомеопатическое, где больше идет речь о энерговине, а сама субстанция вина, с ней нужно быть осторожной, потому что любой алкоголь – это энергия живая. Поняли, да? Так вот,
А энергообереги, которые я делаю, они заряжают материальный мир, то есть вашу одежду, вашу косметику, ваши украшения. Но материально не может зарядиться на больше, чем на неделю. Поэтому священник перед тем, как литургию проводить, обедню, он свой наряд целует, благословляет, потому что пока его наряд, вот это его убранство, да, это специальное убранство, и наша одежда, мы к ней относимся как бы не так, а нужно так. Это его убранство, оно висело в шкафу, даже если ночь повисела, уже оно ослабло, девочки. Нужно восполнять. И поэтому энергообереги заряжают материальный мир. Пользуйтесь ими. Я как гомеопат делаю здесь специальную зарядку. Только гомеопат может сделать, конечно, потому что это уровень алхимический. Пользуйтесь себе на здоровье. А я хочу сказать, что я вас очень люблю, обожаю. Вы для меня моя семья, моя эзотерическая космическая семья. Вот так к вам отношусь. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы чувствовать себя родными на канале. Да? Это ничего не стоит, подписка. Ставьте лайки не для меня. Вы ставите лайки для высших сил, потому что я на самом деле спрашиваю высших сил, а через карты высшие силы разговаривают. Это их словарный запас. Да, карты Ленорман, карты Таро – это словарный запас высших сил. А как еще с ними общаться? Поэтому, когда ставите лайк, вы ставите лайк высшим силам. С ними мы взаимодействуем здесь. Поэтому говорю, смотрите от начала до конца, это серьезная работа происходит. Ваша жизнь улучшается. Конечно, серьезная. В лучшую сторону все идет. Скажем, давайте мантру. С каждым раскладом Ко Лены моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. Ваша жизнь, моя, ваша жизнь имеется в виду, да? Еще раз. С каждым раскладом Ко Лены моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. Да будет так, аминь. Вот, девочки, кто желает, может быть, уроки получить от меня, в описании под видео или о канале, если зайдете на канал, будет переход на мой сайт. Там очень много есть у меня интересных уроков, если вам нужно. Всех люблю одинаково, обожаю. Скажу тоже, что огромнейшее спасибо за финансовую поддержку моей работы. Все средства я, конечно, направляю на то, чтобы дальше вам продолжать служить верой и правдой. И видеться с вами будем скоро. Пока-пока, друзья!